Утро в ашраме. Обычное утро, ничем не отличающееся от других. Ночь была тяжелая, такая же, как и многие. Не все еще проснулись. По территории гуляют только петухи. Повсюду царит безупречный порядок. Это результат истинного послушания монахов и невероятного трудолюбия мастера. Практически все держится на его плечах, и он принимает это служение без тени сомнения. Я ни разу не слышала от него жалоб и никогда не видела недовольства на его лице. Во всем этом я снова и снова узнаю своего гуру. Порой мне кажется, что это одна и та же душа или одна и та же энергия. Махадев еще спит. За последние сутки он отдыхал едва 2 часа. Лакшми осторожно будит его. Она делает это каждое утро, как любящая женщина. Гуруджи быстро встает и идет на задний двор косить траву для своих питомцев. Это нелегко. Трава низкая, ее мало, засуха. Один из монахов присоединяется, помогая своему учителю. Кто же такой этот гуру Акхори? Он родился в семье, где 3 братьев и сестра. Отец и мать – потомственные гуру. Вамша Парампара – это непрерывная родовая линия учителей и мастеров, передающаяся из поколения в поколение внутри семьи. И он – последний в этой линии. Он непростой человек, и в этот мир пришел непросто. Когда у его матери начались схватки, ее везли на телеге, запряженной буйволами. Они проезжали мимо храма Махадешвара. Это была священная ночь Маха-Шиваратри. И вдруг на дорогу выползла огромная змея, перегородив путь. В этот момент мать родила мертвого сына, но спустя некоторое время ребенок внезапно задышал, чем поразил всех, кто был рядом. Первые 7 дней, пока мать кормила его грудью, в дом каждый день приползала большая змея мужского пола – Наградж. А на 8-й день пришел гуру забрать ребенка себе в ученики. Трудно представить, что чувствовала мать, отдавая сына, но такова была клятва рода. Мальчик жил со своим учителем в джунглях. Гуру сделал ему люльку из сари и кормил коровьим молоком. И снова каждый день приползала та самая змея. Это был первый настоящий друг подрастающего Махадева. Они часто спали вместе и играли. Но время шло. Когда Махадеву исполнилось 7, однажды во время игры он поцеловал змею, и та сразу уснула. Это тоже произошло в ночь Маха-Шиваратри. Гуру тихо сказал, что Наградж покинул этот мир. Махадев горько плакал по своему первому другу. Он сделал для него коробку из дерева бильвы, положил туда змею и по указанию учителя ежедневно делал пуджу, предлагал цветы, молоко, рис и благовония. Через 1,5 года он случайно открыл коробку и увидел, что она пуста. Гуру сказал: «Радуйся, в твоем сердце огромная преданность и внутренняя сила. Змей обрел освобождение через твою любовь. Это редкий знак. В 48 лет эта сила полностью раскроется в тебе». Будучи ребенком, Махадев не играл со сверстниками. Обычные игры его не привлекали. Он лепил из глины статуэтки Шивы и Парвати, Ганеши и Картикеи, делал им пуджу и приносил угощения. А рядом всегда был змей. Дети смеялись над ним, дразнили, но Махадев был по-настоящему счастлив в Гурукуле. И теперь, вспоминая эти годы, у него наворачиваются слезы радости. Но время шло. Когда Махадеву исполнилось 19, его гуру ушел на Кайлаш и сказал, что больше не вернется. Он передал ученику глубокие знания древних священных текстов. Махадев изучил Махабхарату и Пураны, а также множество других тайных писаний, которые раскрываются лишь избранным ученикам. Следующий этап обучения прошел в Ассаме, в обители Акхори. Здесь он получил 3 посвящения – в левый путь тантры, в начальную ступень Акхоры и в высшую Акхори-дикшу. Каждое утро после омовения Гуруджи наносит на лоб и глаза вибхути – священный пепел с 5 кремационных мест. Когда я спросила, почему именно на глаза, он ответил: это дришти, духовное видение. В тантре дришти означает способность видеть тонко, то, что скрыто за внешней формой. Пепел очищает взгляд от иллюзий и помогает смотреть на мир глазами Шивы, без страха, привязанности и оценки.
Свамиджи рассказал, что именно в глазах рождаются отвращение, желание, гнев и суждение. Такой пепел помогает увидеть истинную природу человека, тот внутренний свет, который есть в каждом. Акхори говорят, когда пепел на глазах, ты видишь истину, а не мир ума. Красные точки по сторонам – это 3 великие энергии Божественной Матери – Махакали, Махалакшми и Махасарасвати. Самая большая точка по центру – это Ади-Шакти, изначальная сила Вселенной. В этом ежедневном ритуале удивительно много смысла. Он мягко вводит в тонкое медитативное состояние. Махадев это знает, поэтому не спешит и делает все с полной отдачей. Младший ученик тоже проявляет терпение. Он старается ловить каждое движение своего учителя, словно пытаясь предугадать его желания. Трудолюбие и удивительная выдержка учеников поражает. Когда мы впервые приехали сюда с группой, мы привезли много конфет и шоколада. Я заметила, как у младшего ученика буквально текли слюнки, но в его глазах была такая дисциплина и такое терпение. Махадев же не дал ему ни одной сладости, спокойно велев унести все на кухню. Мы стояли в тихом, растерянном шоке. Учитель рассказал, как проходило его обучение в Ассаме. Это была жесткая, тяжелая школа, на грани человеческих возможностей. Многих интересует вопрос, ел ли он человечину. Он никогда этого не скрывал, но объяснил, что это был прасад, крошечные кусочки, завернутые в тесто, часть священного ритуала. При этом он прекрасно понимает, как подобное выглядит со стороны, но Махадев подчеркивает, что сделал это исключительно ради Ма и по ее указанию. Для него это была радикальная практика, направленная на преодоление чувства брезгливости, ведь отвращение – это всего лишь одна из форм гордыни. Вся эта аскеза продолжалась 11 лет. Не каждый способен пройти такой путь ради Ма, но даже это не самое трудное. Страдания в обучении продолжаются до тех пор, пока они цепляют ученика, но когда человек перестает реагировать, когда внутри появляется тишина, мучения заканчиваются, и наставник объявляет о приобретении силы. Вы спросите, зачем это нужно? Ответ очень прямой. Эта сила не для демонстрации, она нужна в борьбе с демонами, которые мучают людей. Акхори – это не просто служащие, это воины. По просьбе Ма они вступают в битву, чтобы освободить человека от невидимого рабства. Именно поэтому так много людей приходит в ашрам за помощью. Вы спросите, делают ли они зло? Конечно, как и в любом обществе, среди них есть разные люди, хорошие и не очень. А вы уверены, что вы праведник? Махадев говорит так: как только Акхори совершит что-то по-настоящему гнусное, Ма лишит его силы или даже жизни. Меня поражает, как часто люди разных религий, христиане, мусульмане, кришнаиты, иудеи и многие другие, спешат осуждать Акхору и Акхори. При этом они забывают, что Акхори – это истинные воины Господа, воины Махакали. Они не щадят себя и идут навстречу тьме, чтобы защищать дхарму и божественные законы, принося людям освобождение от мрака. Чтобы выполнить свою миссию, они заходят в самую гущу этой тьмы. И если Ма потребует от них пожертвовать собственной жизнью, они сделают это без колебаний, с радостью в сердце, лишь бы ее воля была исполнена. Но скажите честно, кто из нас готов на такое? Гуруджи рассказал, что место, где сейчас стоит ашрам, было выбрано не людьми, и Ма и его гуру указали именно сюда. Тогда здесь не было ничего, только земля и ветер. Первые годы они жили в простых тканевых укрытиях. Только совсем недавно появились эти железные хижины. Но вначале путь был нелегким. Люди из соседней деревни приходили сердитые, угрожали, говорили, что однажды убьют Гуруджи. Однажды Ма предупредила его: «Сегодня придут двое, выйди им навстречу». И когда он вышел за ворота, увидел под деревом двух мужчин, обессиленных, испуганных, а рядом лежал пистолет.
Они рассказали, что перед ними появилась женщина-старуха в рваном темном саре, словно из дыма. Она схватила их за волосы и отбросила от ворот ашрама. Тогда Гуруджи понял, это была сама ма Думавати. Он дал им воды, и эти люди упали к его стопам. Гуруджи сказал, что таких случаев было несколько, но ма всегда защищала это место. Ма оберегает Гуруджи и тех, кто рядом с ним, даже далеко от ашрама. Однажды они ехали в Ассам на праздник Макамакхи. В джипе между сиденьями стояла большая Мурти Ма, всегда рядом. По дороге Махадев попросил остановиться у воды, чтобы принять омовение и сделать пуджу. Но водитель торопился и отмахнулся. Потом, сейчас не время. Через несколько минут время закончилось. Навстречу вылетела машина. Водитель резко дернул руль, и их джип сорвался с трассы, несколько раз перевернувшись в воздухе. Стекла разлетелись, кузов смялся так, что выжить было невозможно. Но когда джип упал на землю, произошло чудо. Ни у Гуруджи, ни у остальных ни одной царапины. Все вышли целыми, будто их оберегала невидимая сила. Мурти Макамахи стояла на месте, даже не шелохнувшись. Когда приехали полиция и медики, они только спрашивали, где тела, как все могли остаться живы. Гуруджи сказал, ма Камакхи сама удержала нас в этой машине. В память об этом чуде он сделал на своей руке татуировку с ее изображением. Есть особые дни, когда сила ма поднимается особенно мощно. Наваратри – это 9 священных ночей, посвященных Деви. В это время ма раскрывается в форме вамачарини. В такие моменты проявляется энергия Акхорини, женская шакти, которую здесь называют приянка. И именно тогда садху Акхори совершают редкую тантрическую практику. Для нее используется череп 32-летней женщины, носитель ее шакти. Его покрывают кумкумом, красным порошком, а внутрь помещают лимоны, чтобы прана оставалась устойчивой и не рассеивалась. Махадев объяснил, что это маха-тантра садхана, и проводится она только на смашане, где границы между мирами особенно тонкие. Эта практика предназначена для тех, кого разрывают внутренние сущности. Когда человека мучает демон, Акхори обращается к своей приянке, просит ее вытянуть тень из тонкого тела и передать ее в руки ма. А ма принимает этот дух в ягну, словно в собственный род, и тем самым освобождает человека от мрака, возвращая ему покой. Согласитесь, у каждого из нас бывали такие дни, когда мы не знали, как поступить, когда невозможно даже объяснить, что именно происходит, когда реальность вдруг выходит за рамки логики, и все происходящее иначе как мистика не назовешь. В такие моменты разум перестает быть опорой, и тогда нехотя, с сомнением или отчаянием мы начинаем искать помощь у Бога. И здесь я хочу задать один неудобный вопрос. Вы уверены, что у Бога мужское лицо? А если это все-таки шакти, женская природа, женская сила, пронизывающая все сущее? Мать рождает будущее, опираясь на мужскую энергию, а иногда и без нее. И тогда непорочное зачатие перестает быть мифом и становится вопросом науки. Обезьяны здесь – это не просто домашние животные, а настоящая преступная группировка. Они несколько недель подряд терроризировали ашрам, залезали в храм, добирались до алтаря, съедали прасад и устраивали полный беспорядок. В конце концов, Махадев обратился к ма за советом и понял, что их нужно поймать и наказать, чтобы остановить разрушение. Он взялся за их воспитание и верит, что со временем они изменятся. Когда он их отпустит, они, скорее всего, убегут далеко и, возможно, больше никогда не будут грабить храмы.
Каждый день в ашраме начинается и заканчивается одинаково, с кухни. Это не просто место, где готовят еду. Здесь умирают иллюзии о санитарных нормах и рождается смирение. Тут дым, специи, огонь, люди, кастрюли и мыши. Да, мыши здесь официальные резиденты ашрама. И, честно говоря, слава богу, что именно мыши, потому что если бы их не было, тут жили бы змеи. А к такому уровню духовности я пока не готова. Моего духовного друга, который медитирует по утрам в моих волосах, вы уже знаете. Так вот, он бывает и здесь тоже, иногда даже ночью. Особенно любит будить, эффектно переворачивая кастрюли с грохотом. Просветление должно быть внезапным. Утро в ашраме – это не доброе утро. Это «ты выжил, поздравляю». Я часто просыпалась не от будильника, а от запаха масалы, который медленно, но уверенно заползал прямо ко мне в комнату. Масала – это такая нежная смесь лука, чеснока и чили, перемолотых в блендере и жареных на открытом огне. И ты просыпаешься не потому, что выспалась, а потому, что начинаешь задыхаться. Шуб худая. Даже сами повара к этому, кажется, не могут привыкнуть. Они плачут, кашляют, задыхаются, вытирают слезы, но не меняют свои рецепты. Никогда. Это выглядит как массовая пранаяма, не отходя от плиты. Пить воду на кухне нельзя. Вообще. Это считается оскорблением Маанапурны, матери, дающей пищу. Так что если ты зашел на кухню, пересохло в горле, и ты понял, что сейчас упадешь, поздравляю, ты в практике. Терпи. Готовят в основном мальчики, серьезные, сосредоточенные, с видом людей, управляющих судьбой Вселенной. Но помогают все, кто приезжает в ашрам, и мужчины, и женщины. Кто-то режет, кто-то мешает, кто-то моет, а кто-то просто создает ощущение великого процесса. Главное – быть полезным хотя бы морально. Еда здесь максимально аскетичная. Рис, который жертвует семья ашраму, немного овощей и все. Иногда кажется, что это не еда, а официальный тест на выносливость для желудка. Все всегда очень острое. Настолько острое, что сначала ты плачешь, потом потеешь, потом молишься, а потом благодаришь Ма за очистку кармы через желудок. В ашраме сначала едят мужчины, потом женщины. Таков порядок. Совместные трапезы – это редкость. Поэтому, когда вдруг мужчины и женщины едят вместе, это праздник. Почти как свадьба, только без подарков. Мясо бывает редко и только как просад после ритуалов. Обычно едят 2 раза в день. Иногда тело возмущается, но дух, как ни странно, доволен. Вся еда здесь – это просад. Сначала ее предлагают матери, и только потом она становится просто едой. И даже сам прием пищи у Свамиджи – это не про удовольствие и не про долгие посиделки. Он всегда ест очень быстро, не растягивая ни минуты, потому что служение для него на первом месте. Люди ждут его постоянно. Поэтому еда – это пауза на несколько минут и снова в служение. Когда он кормит с руки, он передает не только еду, он передает силу. Это благословение, которое ты чувствуешь не языком, а где-то глубже. Хотя язык, конечно, тоже в шоке. Здесь еда не про вкус, она про дисциплину, про смирение, про служение, про острые специи, про мышей и, конечно же, про Ма. В ашраме все всегда просто, пока внезапно не становится сложно. Например, сварить кофе. Было 5 утра, никто толком не спит, а вставать еще рано. Мы пошли на кухню, но газ упрямо отказывался загораться. После нескольких попыток Махадев вздохнул и сказал: «Ладно, сейчас Ма нам поможет. Чало». Я была уверена, что мы идем на задний двор разводить костер. Но вместо этого мы оказались в храме у Ягна-Кунды, где огонь Ма никогда не тухнет. Махадев поставил кастрюлю на тлеющие угли и начал размешивать кофе трезубцем Ма. Да, тем самым, который обычно используется совсем не для кофе. Напиток получился божественный, и я поняла, в ашраме Ма даже приготовление кофе превращается в ритуал. Он приехал из Тамиль-Наду и почти сразу попросил мантру Варахи Деви. Ее мантры читают не для исполнения желаний, а когда между тобой и смертью должен встать кто-то сильнее. Ма Варахи не защищает мягко, она закрывает путь беде,
даже если для этого нужно сломать твою прежнюю жизнь. Но Махадев не дает мантры по первому зову. Он сначала смотрит, проверяет, иногда долго, иногда жестко, и с этого момента для ученика началась настоящая проверка. Он жил под открытым небом и спал на стройке, выполнял любую работу, месяцами, без обещаний, без гарантий, и все это время Махадев за ним наблюдал. И только спустя месяцы он получил всего одну мантру, и это еще не дикша, не посвящение в ученики, это даже не вход, это проверка перед входом. И тогда я особенно ясно поняла, как много людей думают, что стать Акхори – это просто пожить в ашраме, почитать мантру Кали, пару раз сходить на смашан, и все, ты уже готов. Здесь никто ничего не получает просто так, здесь все проживается. Варахи Деви – это не просто защита, это та сила, которая встает между тобой и смертью, та шакти, что выходит первой, это живая охрана матери. Махадев рассказал, что когда получил главную мурти Махакали, она сразу сказала ему: «Призови мою защиту, Варахи Деви», потому что Кали рушит миры, а Маварахи охраняет тех, кому еще рано уйти. Махадев рассказал, как проходил одно из самых тяжелых испытаний своего гуру – Агни-тапасью, то есть испытание огнем. Это форма огненной аскезы, когда человек остается неподвижным внутри огненного круга или между источниками жара. Эту практику проходят не ради силы, ее выполняют, чтобы сжечь старую карму и обнулить накопленный груз. Это проверка на готовность идти дальше. Инициатива почти никогда не идет от ученика, решение принимает гуру, и ответственность за последствия тоже часть пути. Я попросила Махадева рассказать, что он вынес из этого испытания, и он поделился. Когда мы совершаем пуджи Богу, та священная энергия, что пробуждается этой пуджей, входит в наше тело. Когда шакти находится в теле, огонь уже не может причинить вред. Он касается лишь земли, но не самого человека. Но если внутри гниль, плохие мысли, искаженный разум, старая карма, огонь начинает жрать, появляются ожоги. Тело первым говорит правду о том, что скрыто внутри. Если в человеке есть тантрические поражения, чужие воздействия, огонь тоже это показывает. Он жжет не ради боли, он жжет ради очищения. И когда огонь проходит через тело, вместе с жаром уходят страдания, проблемы и темные привычки, жившие внутри. Это не наказание, это проверка Бога, это место Его благодати, но Божья милость не дается каждому. Махадев говорит: поскольку мы находимся под защитой Махасмашан Кали, вместе Акхоры, никакие темные силы не могут на нас повлиять. А если тебя все же жжет, значит Бог решил проверить тебя глубже. Господь всегда испытывает своих. Он смотрит, есть ли в тебе сила или только страх. И когда человек оставляет все и входит в огонь, тогда Бог бывает по-настоящему доволен. Многие называют Акхори черными магами. Это клеймо закрепилось за ними давно из-за страха, слухов и непонимания традиции. Люди думают, что Акхори занимаются темными практиками и причиняют вред, но все наоборот. На самом деле именно к ним приходят те, кто пострадал от черной магии. И Акхори не источник этого, а те, кто помогает от этого избавиться.
Это последняя инстанция, куда обращаются, когда никто больше не может помочь. Когда врачи не находят причин, когда психическое состояние человека необъяснимо меняется, и человек перестает быть похожим на себя. Я видела своими глазами, как сюда приходят такие люди, сломанные, напуганные, потерянные, и как после ритуалов и проведенной с ними работы они постепенно возвращаются к себе. Я не могу объяснить это научно. Я могу лишь сказать то, что видела. Люди приходили в тяжелом состоянии, а уходили другими. То, что со стороны кажется пугающим и темным, Акхора, Смошан и человеческие кости, для кого-то становится последним шансом выйти из безумия, боли и чужого влияния. В духовном мире есть странный парадокс. Иногда громче всех осуждают не те, кто далек от Бога, а те, кто громче всех о нем говорит. Когда я приехала в ашрам Акхори, люди из моей собственной духовной семьи поспешили обвинить меня в предательстве. Те, кто много говорит о любви, вере и преданности, но почему-то первым делом выбирают осуждение, а не диалог, понимание и сострадание. Они знали все заранее, не видя ничего, судили мгновенно, не задав ни одного вопроса. Для них духовная жизнь – это границы, ярлыки и страх выйти за пределы привычного. А истина была очень простой. Я увидела в Махадеве то, что прежде видела только в своем гуру. Ту же чистоту, ту же преданность, ту же глубину служения. Как будто Махадев стал зеркалом моего гуру, напоминанием о том, что истинная духовность не зависит от одежды, сампрадая или титула. Именно это и притянуло меня сюда. Не экзотика и не темная сторона, как любят думать те, кто ничего не знают, а любовь, которую нельзя ни с чем спутать. То, что нельзя объяснить, но невозможно не почувствовать. Махадев никогда не осуждал ни вайшнавов, ни шиваитов, ни тантриков. Он не спорит, не сравнивает, не конкурирует. Он просто служит матери, тихо, глубоко и по-настоящему. А те, кто обвинил меня, забыли самое важное. Бог не чья-то частная собственность, и путь не территория, отгороженная правилами. Они читают лекции о смирении, но сами бросаются в осуждение быстрее, чем в молитву. Они говорят о любви, но не всегда способны распознать ее, когда она стоит перед ними. Здесь, среди Акхори, никто не спрашивает, кто мой гуру и в какое сампрадая. Здесь смотрят только на то, что внутри. Есть ли любовь, есть ли правда и есть ли огонь. Если это кому-то кажется предательством, пусть так. Лучше предать чужие ожидания, чем предать зов собственного сердца. Этот фильм как проект был создан с целью помочь в строительстве ашрама Гуру Акхори, человеку редкой души, но даже это не стало главным толчком. Ма пригласила нашу группу к себе в дом, показала нам то, что было скрыто от многих людей на этой земле. Она, как родная мать, обняла нас всех. Это стало нашим счастьем. Мы увидели такую любовь, какой никогда прежде не знали. И именно она попросила нас создать этот проект, чтобы показать людям, как глубоко они ошибаются в своих представлениях о мироустройстве. Люди разучились любить свою мать-создательницу. Их разум, искаженный гордыней, рисует уродливые образы, поэтому для них мама кажется страшной. Но истинно любящие видят ее в облике прекрасной девы, и она никогда не покидает их, оставаясь рядом и помогая в трудные минуты. Наши глаза ослепли в погоне за материальными благами. Мы перестали различать истину. Мы озлобились, как псы, доедающие человеческую плоть на смошанах. Но самое мерзкое – мы осуждаем то, чего не знаем.